Бытует мнение, что все кинологи, дрессировщики, зоопсихологи и вообще специалисты категорически против рулеток, что якобы рулетка обучает собаку тянуть поводок. Привет, собаководы, я Игорь, инструктор по дрессировке. Все про рулетки в этом видео. Все, что увидите сейчас на столе, это наши личные рулетки, на которых мы гуляем со своими собаками. Есть рулетки, на которых мы гуляем фактически на постоянной основе. Есть рулетки старые, на которых особо сильно не прижилась прогулка. Есть рулетки экспериментальные, которые тоже в нашей коллекции имеются и никуда они не денутся. И давайте начнем с самого главного, как рулетка влияет на поведение. Есть у рулетки нулевое натяжение. Оно подбирается исключительно по весу вашей собаки. При покупке рулетки на упаковке есть вес, на который рассчитана эта рулетка. Бытует точно так же странное мнение у некоторых собаководов, что это вес в килограммах, чуть ли не килоджоулях натяжения. Никоим образом. Производители знают замечательно, для кого они делают рулетки, и они написали просто, какой вес у вашей собаки. Написано 15-20, это означает, это для собаки 15-20 килограмм. Отличительная черта именно в этом автоподтягивании, потому что на какого-нибудь 100-килограммового алабая рулетка должна быть, соответственно, большая, с толстым тросом, с большим карабином. Ну и опять же, 5-метровая рулетка для крупных собак, она выглядит как огромный такой вот набалдажник. И понятное дело, что у нее автоподтягивание сильнее. Я не знаю, поднимет ли эта рулетка какую-нибудь чихуа, но я видел своими глазами, как собака, имея натяжение на неправильно подобранную рулетку, стоит немножечко с лапами в растопырку. То есть собака не на натянутом, не заблокированном поводке, но она на автоподтягивании стоит немножко под углом, сопротивляясь этому натяжению. Есть хорошее проверочное упражнение, как понять, чувствует собака натяжение рулетки или нет. Когда собака у вас идет немного впереди, заблокируйте рулетку без рывков, без подтягиваний, без нажиманий, без ничего прочего, а просто заблокируйте и дайте слабину на собаку. Вот так вот, просто чтобы рулетка в этот момент провисала. И посмотрите, поменяется поведение собаки или нет. Наши собаки, я проводил это неоднократно, этот эксперимент, никак на это не реагируют. То есть собаки абсолютно привыкают к натяжению поводка, точно так же, как вы привыкаете к весу кофты, либо опять же к весу часов на руке и еще чему-то подобному, что имеет действительно вес и имеет действительно какое-то нулевое натяжение, но оно идет так нативно на фоне, что вы это не замечаете и не концентрируетесь на нем. Поэтому еще раз, правильно подобранная рулетка не учит собаку тянуть. У рулетки есть другой минус, и он объективный. Чувство ложной безопасности. Я не знаю, почему многие собаководы, которые гуляют на рулетках со своими собаками, они им даже ничего не говорят, никаких команд, никаких задач, потому что есть чувство ложной безопасности. Я в любой момент могу нажать кнопочку и подтянуть собаку в какую-то сторону. Я могу ее в любой момент остановить, и говорить мне ничего не надо. Вот здесь я категорически против. Были видео на канале про обучение собаки не тянуть поводок, про обучение командам на поводке. И я категорически против, чтобы вы молча гуляли со своей собакой. Подавайте ей задачи перед использованием поводка. Потому что бывают такие моменты, к сожалению, и здесь мы приступаем к третьему фактору, что рулетка пугает вашу собаку, потому что она имеет как раз-таки подтягивание обратное. И бывают такие моменты, что из руки выскользнула рулетка, что-то пошло не так, и собака, которую догоняет рулетка, начинает убегать от нее. И что бы в этот момент вам очень сильно помогло? Конечно же, команда «Стой». За собакой летит рулетка, вы говорите «Бобик, стой!». Бобик замирает, зная, что хозяйка сказала команду «Стой», видит эту рулетку, которая летит к Бобику, зажмуривается, она останавливается, рулетка возле собаки. Опять же, правильно подобранная рулетка не будет со всей дури бить или еще что-то подобное происходить с собакой, с вашей, не дай боже, что-то подобное может произойти. Правильно подобранная рулетка замечательно имеет нулевое натяжение фактически на свой же вес. То есть, видите, оно спускается, но оно наверх никоим образом не ударяется. И точно так же фактически любая рулетка, видите, под своим же весом очень плавно. Вот эта рулетка очень сильное натяжение имеет, но она в целом какая-то странноватая. Ну вот, опять же, вот это чуть сильнее. Еще раз, с точки зрения поведения, используем команды, старайтесь рулетку не ронять, но если уж так выходит, не переживайте, если рулетка катится за вашей собакой, сразу же кричите команду «Стой», и всегда перед остановкой рулеткой используйте команду «Стой», и тогда ваша собака будет знать ее достаточно хорошо и останавливаться будет заранее
по команде, а не от натяжения рулетки или от натяжения поводка. В какие же моменты мы используем свои рулетки и почему я все-таки сторонник того, что это довольно-таки хороший инструмент? У нас так вышло, то, что к рулеткам на постоянной основе прикреплен именно ошейник для удобного быстрого снимания и надевания. Как правило, рулетки мы берем либо в поездки, потому что шлейки, во-первых, быстро пачкаются в некоторые моменты. Было видео на канале, что лучше шлейка или ошейник, я надеюсь, вы его смотрели, если не смотрели, после этого видео бегом смотреть. Шлейки, во-первых, пачкаются немного сильнее. Во-вторых, иногда, когда мы отпускаем собаку, ошейник все-таки проще, он легче, можно будет проще бегать собаке вот по полям, где-нибудь по горам, все-таки меньшее количество всякой лишней штуки на собаке будет нацеплено. Ну и наоборот, я не могу отпустить собаку с поводка где-нибудь на парковке или возле трассы, если мы коротко остановились вывести собак в туалет. Но на рулетке у собаки большая амплитуда действия, и я дам больше куда походить по вот этому газончику, где мы остановились. Поэтому в поездке мы всегда берем рулетки. Всегда у нас с собой рулетки, хотя шлейки часто тоже в чемодане на всякий случай лежат. Поэтому рулетки это хороший инструмент. Дома мы выходим на самом деле на рулетках очень редко, но именно в формате короткой прогулки. Точно так же, когда мы идем куда-то долго, далеко, в кафе или опять же по городу гулять, мы одеваем на собак шлейки, все-таки шлейки равномерно распространяют опять же то самое давление, натяжение поводка. Но на ошейнике и на рулетке я не буду собаку отпускать, но при этом дам большое пространство для вынюхивания, где-нибудь деревья там попсыкать или еще что-нибудь подобное поделать, возможно даже в палочку поиграть, на рулетке тоже формально возможно. Не факт, что нужно, но по крайней мере это возможно. Поэтому еще раз, рулетка это хороший инструмент, не надо его демонизировать. Это обычный инструмент, которым можно навредить и которым можно помочь. Давайте перейдем конкретно к разбору рулеток. Чем же они отличаются между собой? Вы видите много разных рулеток перед собой, и давайте начну с базовой, самой типичной рулетки, которую я все-таки относительно рекомендую. Вот это Сирина рулетка. Это рулетка триоловская, и она ничем не отличается от флекси. То есть она так и написана триол by флекси. Ну, то есть она именно от флекси сделана по их непосредственно патенту. То есть она ничем, честно, не отличается. По прочности она такая же, как флексисовская. И поверьте, флекси-рулетки, они служат поколениями, годами, одну собаку за другой, передаются друг другу. Они побиты уже полностью, но при этом они не ломаются никоим образом. И вот эта рулетка самая базовая. У нее удобная кнопка для блокировки, очень удобная, и удобная блокировка полная. То есть очень нативно все сделано. Самое главное, здесь лента, не трос. Вот здесь трос. Во-первых, трос немного обжигает. Если вдруг он лапу у собаки проезжает по лапе, он обжигает сильнее. Во-вторых, его не видно. Я видел такие моменты, когда велосипеды врезались в собак в эти тросы. Ничего приятного и хорошего в этом нету. Поэтому я всегда за ленту. Ленту видно. Есть ленты яркие, есть ленты черные, но поверьте, даже черную ленту видно намного лучше, чем вот такой вот белый прозрачный трос. Карабины всегда подбираются по весу, как и рулетка, то есть оно не меняется. У Триола и Флекси есть такое крепление еще для контейнера для пакетиков. Очень удобная штука, поэтому у Сири вот так всегда вот готовая рулетка. То есть здесь вот этот ее ошейник, сейчас здесь другая рулетка, не отдельно расскажу. Здесь ее ошейник, и вот так они постоянно, мы надели на собак, погуляли, потом я точно так же не расстегиваю ошейник, через голову у нее снимаю этот же ошейник. Все, удобная штука, в поездке постоянно берем и дома на короткие выходы. Вторая рулетка у нас будет сейчас на разборе Оливера. Она оранжевая, и у нее немного другая кнопка. Мне лично вот кнопка, как у Сири, чуть более удобная, но, возможно, опять же, вопрос привычки, возможно, опять же, вопрос, там, не знаю, толстых пальцев, понятия не имею. Но мне удобнее та рулетка, потому что там кнопка сделана немножко выпуклая, и вот эта нативная кнопочка для полной блокировки сделана именно таким образом, что немножко вперед подаешь. Здесь же немножко вперед, но оно вровень с оранжевой кнопкой. Поэтому еще раз, они фактически одинаковые, как вы видите, Оливера рулетка по весу чуточку меньше, она физически чуть меньше. По длине они, по-моему, абсолютно одинаковые, 5 метров это, 5 метров вторая. Да, абсолютно верно. То есть она меньше по весу. Но так вышло то, что это немножко подизносилось, поэтому у нее натяжение чуть-чуть буквально слабее, а у Оливера рулетка чуть-чуть сильнее. Но не настолько, чтобы это было прям критично. Повторяю, я на этих же рулетках проводил вот этот эксперимент, блокировал, и собаки никоим образом не обращали внимания на отсутствие натяжения поводка. Здесь же на рулетке на самом деле написано, что это класс S, ну то есть маленькая собачка, а вот здесь, кстати, не написано почему-то, что это класс M, но я точно помню, что это M. И отсюда переходим к рулетке этого же производителя, точно так же флексисовская. Здесь есть вот такой вот фиксатор для руки, и она немного крупнее. Она на собаку M, ну то есть так же, как и Сири, но
маленькая деталь. Видите, размер рулеток отличается очень сильно. И суть именно в том, что здесь 8-метровый трос, а тут 5-метровая лента. И подтягивание у нее идет чуть-чуть сильнее. Ну, то есть я прям физически чувствую, что подтягивание у троса немного сильнее. Трос, к сожалению, в некоторые моменты, если окутает вашу ногу или собаку, он натирает очень сильно. И его заметно намного слабее. Поэтому я все-таки категорически против тросов. И еще маленькая деталь, что заметьте, вот здесь есть на тросе всегда вот еще такая вот ленточная часть. Это не позволяет вам взять поводок короче. В некоторые моменты просто необходимо брать поводок короче. Либо по мере поведения, либо по мере ситуации. Здесь у рулетки карабин прям вплотную к рулетке, поэтому я даже с крупной собакой могу взять фактически прям под руку. А здесь мне придется брать за ленту. Здесь также есть вот такого рода ручка, чтобы за нее брать. Но, во-первых, брать и рулетку, и ручку одновременно тяжело. Во-вторых, в некоторые моменты еще короче с крупной собакой, либо, опять же, если я условно, опять же, присел к собаке, мне надо ее придержать. Допустим, если ваша собака кидается на других, и не давать ей нужно возможности летать в разные стороны, как на башенном кране, мне нужно брать максимально коротко. Поэтому, опять же, эта ручка бывает точно так же и в некоторые моменты длинная, помимо того, что ее неудобно держать вместе с рулеткой. Поэтому все-таки я сторонник ленточных рулеток полностью. Ну и объективно 8 метров это достаточно много, это даже очень много. Мне такой длины рулетки никогда не нужны были. И когда-то я гулял на большой рулетке, там было, по-моему, 10 метров, если не ошибаюсь. Это было что-то огромное, гигантское, абсолютно ненужное. Поэтому 5 метров это длины на самом деле оптимально хватает для того, чтобы дать возможность собаке где-то погулять, понюхать деревья, ну и при этом не потерять контроль, чтобы собака нигде не запуталась. Кстати, касательно поведения, мы своих собак еще учим обходить деревья или обходить столбы. Было видео про обходы деревьев и обходы всего прочего, поэтому советую посмотреть. Учится довольно-таки легко, поэтому учим свою собаку обходить деревья и все прочее. Собака запоминает в дальнейшем все эти алгоритмы, и не нужно вам постоянно вот это передавать рулетку, если собака запуталась. Это удобно делать даже на расстоянии. Здесь есть вот такая штука для фиксирования руки, но на самом деле она бессмысленная абсолютно. Всегда в любой рулетке, даже если там рука болтается, вы все равно это держите, это не так удобно. Возможно, у кого очень маленькие руки, это будет удобно, чтобы не настолько сильно болталось, но даже если я здесь на максимум перевожу, у меня рука точно так же помещается здесь, ну, не в притирку, скажем так, то есть там еще даже можно немножко погулять в разные стороны, но рука относительно не маленькая, скажем так. А вот эта штука довольно-таки неудобно мешает и эстетически немного портит вид рулетки. Поэтому я этой штукой никогда не пользовался ни на одной рулетке. У меня очень много было собак, с которыми я занимался, которые были на рулетках, на выгулах, либо просто я занятия проводил. Они были на рулетках, поэтому рулеток много разных видел, но ни разу этой штукой не пользовался. И еще раз, тросы я не люблю, поэтому все-таки за ленты. Вот эта вот часть заблокированная, тоже ее не люблю. Иногда нужно брать короче поводок. В остальном одно лишь преимущество у этой штуки – это сменная часть. Вот эту ленту, кусочек можно поменять. Но, честно, я видел, как тросы перетираются, но чтобы вот эта часть отдельно сломалась от троса или от рулетки, ни разу не видел. Тросы, бывает, перетираются. Ленты тоже, на самом деле, иногда куда-нибудь закусятся, и об железо может перетереться, либо перерезаться прям. Ну, бывает такое в некоторые моменты, потому что собака оббежала столб, начала спускаться, там какая-нибудь неровная сварка, и я видел такое, что рулетки лопались, и если рулетка, понятное дело, залетает внутрь, все, она уже не функциональна, вы оттуда никак не вытащите этот трос, поэтому придется покупать новую. Но чтобы вот эта часть хоть раз износилась и пришлось менять, они продаются отдельно, ни разу такого не было, ни разу такого не видел. Если у вас было, пишите в комментарии, с удовольствием обсудим. Переходим дальше к формату экспериментальных рулеток. Вот такая красивая, прикольная, светящаяся по периметру рулетка. Сейчас светло, поэтому подсветки не видно будет. Мы отдельно досъем ночью, конечно же, сделали для вас, поэтому видно, как она красиво действительно светится. Очень эстетически прикольно. Мне она очень нравилась изначально. Я хотел эту рулетку, потому что вот, ну, она выглядит как-то немножко футуристично. Может быть, на руку можно надевать. На самом деле, на руку мне не очень удобно одевать, только если руки в карманы, и мы вот так вот рулетку прицепили. Да, в этом случае действительно удобно зимой действительно гулять с собакой, заблокировали, но вопрос, почему не сделать это с обычным поводком, точно так же на руку надеваем и точно так же руки в карманы опускаем. Поэтому функционала вот именно вот в таком вот амплуа я не видел для себя. Для кого-то удобно, поэтому здесь вопрос вкуса и цвета. Единственный вопрос в том, что эта рулетка, она
с более худшим механизмом. Он какой-то очень странный, он заедает на разной высоте, он не имеет автоподтягивания, он ни вниз не спускается под своим весом, ни вверх от автонатяжения. То есть немножечко, да, она износилась, понятное дело, потому что, повторяю, это наша, но она фактически с самого начала была такого формата. Флексивские рулетки, поверьте, они очень, как бы так сказать, живучие, поэтому не рекомендация фирмы, потому что аналогов достаточно много, поэтому, опять же, вы должны смотреть по ситуации. Но вот эта рулетка сразу была немного такая, в худшем смысле слова, китайская. Еще я заметил, что этой рулетки, вот эта финальная часть, финальная лента немного амортизирующая. Абсолютно не имеет смысла никакого рода амортизация, ни пружинная, ни резинчатая для базового послушания. Точно так же мы учим собаку всегда на фиксированной рулетке или фиксированном поводке без какой-либо дополнительной амортизации. Единственное, что мне абсолютно нравится неоспоримо в этой рулетке, это именно дизайн. Ну, типа, это выглядит необычно. Это выглядит более прикольно, чем обычная стандартная вот эта вот мешочек-рулетка, непонятная вот такая вот сумочка неправильная, что-то такое. А здесь все-таки что-то более футуристичное, но, повторяю, по функционалу она мне не нравится. Она более громоздкая даже в крупной руке. Держать чуточку сложнее, потому что держать удобнее именно тонкая. Возможно, когда-нибудь эту рулетку, либо другие рулетки доделают, более сделают тонкий корпус. Возможно, для кого-то это максимально удобно. Мне лично нет, но я говорю, что не рекомендую и не оспариваю. Здесь, знаете, вопрос вкусовщины абсолютно. Входите вы в кедах гулять собаку, либо в кроссовках, либо в туфлях. Но это ваше личное дело. Также и полностью с амуницией. Поэтому еще раз, рулетка удобная, у нас не прижилась. Здесь же есть фонарик. Точно так же фонарик очень удобен на рулетке в те моменты, когда мне нужно убрать за собачкой. И здесь же есть зарядка для этого всего. Через USB-шку заряжается. Кнопка здесь сделана не нативно, к моему сожалению. Нужно либо вправо, либо влево эту штуку фиксировать. И так выходит, то, что даже я на ней долго относительно гулял, я постоянно путаю, в какую сторону мне нужно заблокировать, в какую разблокировать. Она еще иногда может подзаедать в любом случае. Вы понимаете, то, что вы дольше иногда угадываете, в какую сторону нужно зафиксировать налево или направо. Это немножко не нативно, потому что все-таки удобнее вперед-назад, типа на собаку, от собаки, как в этих рулетках сделано. Здесь вправо-влево мне лично было неудобно. Следующий наш эксперимент. Я мечтал об этой рулетке. Мы ее специально заказывали издалека, потому что я думал, что с двумя собаками гулять на рулетке, которая не путается между собой, вот так вот собачка типа пробегает, и оно вот так выворачивается. Я думал, это будет супер шикарно для двух собак. Здесь, во-первых, давайте начнем с главного. Есть также фонарик, есть отдельно контейнер для собачьих пакетиков. Все вроде бы прикольно и классно. Один маленький минус. Механизмы отвратительные. Вот эти вот механизмы, они уже сломались. То есть уже он сломался. Проходили мы на них действительно месяц-два. Вы можете сказать, что это брак, но фактически сразу было понятно, что по качеству немножко они уступают другим рулеткам. Во-вторых, вот эта длина троса, ой, я не помню сколько он, по-моему, он примерно метр, примерно 2. 3, да. Вот здесь вот у нас 3-метровый вот это вот трос. Он маленький, 3 метра. Рулетка немного теряет свой функционал на 3-метровой ленте. И вроде бы этого бы хватило. И посмотрите, здесь короб вот этот точно такой же, как 5-метровая лента. Но здесь 3-метровая лента, она еще и тоньше. И вот эта штука, она огромная и тяжелая. И хуже всего вышло то, что оно не подтягивается обратно, оно не прокручивается. Часто рулетка, вот точно так же ленты путались между собой собаки, и приходится как барану вот так вот вручную это все исправлять. Вопрос, смысл мне от рулетки, которая сама прокручивается, если мне вручную приходится прокручивать. Мы точно так же делаем, если у нас 2 собаки, мы точно так же можем взять и перехватить рулетки друг с другом, если они вдруг запутались, если вдруг я веду их двоих в одной руке. А здесь мне приходится вручную это прокручивать в разные стороны, то есть оно автоматически не прокручивается. А если уже ленты запутались, от блокировки никакого толку нету. Вы понимаете замечательно, что в этот момент собака одна начинает выбегать вперед, вы ее останавливаете, это начинает провисать, это начинает подтягивать, и все, оно путается еще сильнее. Поэтому постоянно приходится за этим следить. То есть вот эта рулетка мне абсолютно не понравилась. Хотя она вот такая вот собачка, вроде бы выглядит красиво, вроде бы выглядит функционально, но по факту немножко, опять же, недоработано. Возможно, опять же, сделают более хорошие варианты. Я видел другие варианты подобных рулеток, но мне сама функция 2 собаки в одной руке не понравилась. На самом деле здесь путаницы никакой нету. Собака одна на одного цвета тросе, и здесь кнопка соответствующая. И даже если не перепутались, вы всегда видите, и, как правило, одна собака закреплена за определенным цветом, вы никогда не перепутаетесь, вы всегда можете нажимать. Но самое также ужасное
прекрасно здесь, это вот этот механизм двойного нажатия. То есть вы один раз нажимаете, она блокируется, второй раз нажимаете, она разблокировалась. То есть здесь нету короткой блокировки. Чтобы коротко заблокировать, как вот здесь, вот просто мне нужно остановить собаку коротко и отпускаю, оно работает. Либо полностью заблокировать. То есть это полная блокировка, и снимается она тем, что я нажму, соответственно, на маленькую кнопку, верну обратно в исходное положение. На этой же рулетке кнопка сделана таким образом, то что это либо полная блокировка, заедает, блин. Либо это полная блокировка, либо это полная разблокировка. Чтобы мне чуть-чуть притормозить собаку, мне нужно найти вот этот баланс между, да, зубчики цепляются, но нет, она очень не сильно зацепилась. Ну, короче говоря, тяжело. Как правило, все равно нажимали полностью. Но, опять же, мне эта система абсолютно неудобна. Их много таких рулеток. Все вышло, конечно, так, что Flexi запатентовали такие кнопки легко блокируемые, удобные, а все остальные придумывают что-то новое. И, как правило, это менее удобно. Ну и последняя наша на сегодня рулетка в разборе. Это рулетка, которую я купил буквально пару дней назад, чисто опять же для эксперимента. И уже было время, мы уже погуляли на ней. Это вот такая фиксированная рулетка буквально в полметра. То есть это как бы фактически водилка. И ее удобство лишь в том, что в отличие от поводка, который нужно отстегивать куда-нибудь в карман класть, либо куда-нибудь опять же делать, вы обратно цепляете эту штуку к ошейнику. И вот, собственно, зачем нам синергия здесь сейчас сидела? Показать, как эта рулетка вот на собаке висит. Зайку. Вот оно, соответственно, маленьким коробом. Он небольшой, не тяжелый, не так он сильно влияет на вес там ошейника, либо еще, опять же, чего-нибудь. В целом интересная штука, как бы, может быть, кому-то подойдет. Прицепили либо на шлейку. На шлейке, наверное, еще удобнее будет, потому что оно будет сверху просто торчать. Вы эту штуку вот так вот маленькой кнопочкой нажали, сняли. Поводили, проводили, потом опять пристегнули, и все, и как бы собака у вас на поводке постоянно находится. Поэтому, опять же, имеет право на существование, удобная довольно-таки штука по функционалу, по ситуации, чтобы поводок ни в карман не таскать, чтобы его не забывать. У меня есть клиенты, которые так и говорят: мы забыли поводок, мы пошли гулять без поводка, ну, то есть многие воспитанные собаки гуляют без поводка, проблемы нету. Мы пошли гулять, и в середине прогулки поняли, что забыли поводок дома. Поэтому, возможно, прицепить такую штуку на ошейник, чтобы оно болталось, и в случае чего вы всегда могли это взять в руку, имеет место быть. Поэтому вы, опять же, должны функционал определять самостоятельно. Подводя итог всему вышесказанному, рулетка — это всего лишь инструмент. Не надо его демонизировать, но и не надо его обожествлять. Инструмент должен быть уместен в зависимости от обстановки. Пишите в комментариях, пользуетесь ли вы рулетками. Если у вас много рулеток или всего лишь одна, сколько она вам служит. Рассказывайте свои истории, с удовольствием все почитаем. И помните, поведение собаки полностью зависит от вас. Именно поэтому все в ваших лапках. Пока.